Привет! Продолжаем сравнивать бюджетные эхолоты Garmin. Перед нами EchoMap UHD и EchoMap UHD 2. Оба серии SV, предоставленные для тестов и обзоров магазином Александр Ховрина. Ссылку на магазин найдете в описании, настоятельно рекомендую. Для тех, кто не смотрел прошлый выпуск, где мы сравнивали эти эхолоты в домашних условиях, размещу ссылку также в описании. Так как технологии нижнего сканирования и классического чирпа практически у всех производителей достигли некого совершенства, после которого невооруженным взглядом найти значительные отличия довольно-таки трудно, то и нету смысла уделять им особого внимания. А вот технологии так называемого бокового сканирования, ставшие так популярны в нашей стране, могут отличаться. Вот тут и возникают самые жаркие споры. Но прежде чем мы перейдем к тестам бокового сканирования на воде, хочу обратить ваше внимание на некоторые нюансы. Например, у Лоуренса минимальное количество настроек в программе бокового сканирования. И почти все регулируется автоматически, что очень удобно новичкам, но напрягает уже продвинутых пользователей. А вот у Гармина ситуация противоположная. Ручных настроек куда больше, и если для опытных пользователей это жирный плюс, то для новичков целая проблема, так как автоматика настроена не сказать, что волшебно, возможно даже для моря. Из-за этого сложилось мнение, что боковики Гармина уступают тому же Лоуренсу. Поэтому владельцам эхолотов Garmin очень важно понимать, какие настройки для чего нужны и когда и как ими пользоваться. Есть еще один немаловажный аспект. Дело в том, что нет никаких сложившихся стандартов, как отразить рельеф и объекты на экране бокового сканирования. Перед разработчиками стоит задача отображения трехмерного объема на двухмерной плоскости. И каждый производитель считает себя художником, типа «я так вижу». И тут многие рыболовы делятся на религиозные концессии свидетелей Гармина и святого Лорика. Между ними постоянно ведутся баталии верующих на тему «видит, не видит, верю, не верю». Но сегодня нас мало интересуют теологические аспекты. Мы с вами займем позицию агностицизма и сами все проверим. В действительности все дело в зрительном восприятии. Вот простой наглядный пример. Куб Некера. На первый взгляд все просто, но человеческая система восприятия выбирает интерпретацию каждой части, чтобы сделать весь рисунок целостным, исходя из ранее полученного опыта. Сложно, да? Упростим. Кто-то видит, что передняя часть куба вот это, а кто-то видит переднюю плоскость эту. Для кого-то это так или так. А есть те, для кого это вообще набор отдельных линий. К чему это я? Человеку, привыкшему к визуализации от Лоуренс, порой трудно сходу воспринимать отображение боковиков от Гармина. И наоборот. Надеюсь, мысль вы уловили, теперь зафиксируете ее, позже мы к ней вернемся. Переходим непосредственно к тестам на воде. На самом деле тесты были сняты еще летом в Астраханской области. Но ввиду того, что у младших моделей Garmin отсутствует трансляция экрана на мобильные устройства, а также нету вывода видеосигналов, а непосредственная съемка с экрана эхолотов дело неблагодарное, поэтому основной упор мы сделали на запись эхограмм. Но и тут засада. Так как в настоящий момент Garmin не воспроизводит даже собственные эхограммы, а программа HomePort больше не поддерживается. В общем, было достаточно проблематично визуализировать зрителю реальную картину по итогам тестов. Но сейчас на помощь пришло приложение HomeSucker. Кто не смотрел урок по воспроизведению записей сонаров, ссылку на ролик оставлю в описании. Итак, Астраханская область, Харабали, буквально напротив базы отдыха Оазис, мы нашли затонувшую лодку и начнем тесты с нее. Прошивка на EchoMap UHD 2420, на UHD 2 3120. Выставляем точки и будем ходить между ними на автопилоте. Нужно понимать, автопилоты штука очень неточная. Добавим сюда ветер, течение и волны от пробегающих мимо лодок.
Двух одинаковых проходок сделать практически невозможно. Всегда будут отклонения. Поэтому мы сделали многочисленное количество попыток и будем показывать вам усредненный результат показаний с каждого устройства. Итак, Эхомап UHD первого поколения, частота 455 кГц. И вот она, затопленная лодка в левом луче. А так выглядит воспроизведение записи сонара в приложении HomeSucker. Палитры выбраны максимально приближенные к наиболее популярной на эхолотах Lowrance, чтобы владельцам лориков было проще оценить. Попробуем поиграть с настройками отображения воспроизведения. А это для сравнения запись с эхолота Lowrance HDS Live, воспроизведенная в программе RiffMaster. Теперь посмотрим, что нам покажет Эхомап UHD 2. Сравним полученные результаты. Слева Lowrance HDS Live, по центру Эхомап UHD и Эхомап UHD 2 справа, все девятки. Не нужно забывать, что Lowrance HDS Live это топовая модель. Хотя и прошлого поколения, но все-таки топовая. А представленные Эхомап UHD 1 и 2 это еще бюджетный сегмент. Продолжаем. Эхомап UHD 2, частота 810 кГц. Теперь 810 на Эхомап UHD первого поколения. Сравнив вместе, ощущение, что данных в эхограмме UHD 2 немножко больше, что позволяет увидеть более подробную картинку. Настала очередь частоты 1070 кГц. Эхомап UHD 1. Теперь посмотрим на Эхомап UHD 2. Сопоставляем и сравним с получаемым результатом от Lowrance HDS Live на частоте 800 кГц. Выводы делайте сами. А перед тем, как мы перейдем к более сложным тестам, для тех, кто на бронепоезде, я еще раз поясню. В реальных условиях водоема нереально произвести две абсолютно одинаковые проходки. И никакие автопилоты не помогут, так как у них погрешность от 10 метров. Короче, если у вас имеются идеи, как можно увеличить точность проходов и сделать их максимально идентичными, пожалуйста, напишите свои соображения в нашей телеграм-группе. Ссылку найдете в описании. Еще момент. Это на Lowrance в боковом скане все на автомате. А вот у Гармина как раз наоборот. Куча ручных настроек. Но если их филигранно подобрать, то качество получаемой картинки можно в разы улучшить. Лично у меня, к сожалению, нету большого опыта с настройками Гармина. Тут уж извините. Но отчасти некоторые моменты мы можем подкорректировать непосредственно в настройках воспроизведения эхограммы. И кстати, у Эхомап UHD 2 добавлена функция пресетов. Теперь, когда вам удалось подобрать очень удачные настройки под конкретные условия, вы можете их сохранить, чтобы в следующий раз не мучиться с настройками повторно. Итак, следующий тест мы решили усложнить, и для этого нам понадобится судак. О, рыбит. Глубина 6 метров. Погружаем на дно две покрышки 15 радиуса с интервалом 10-15 метров. И между ними выставляем судака на 1,5-метровый поводок. Начинаем тестить. Эхомап UHD, частота 455 кГц. Покрышки, хотя и с трудом, но разглядеть возможно. Вот где-то здесь, в этом квадрате, между покрышками, стоит судак. Но лично я судака как на экране эхолота, так и при воспроизведении десятка эхограмм увидеть так и не смог. Ладно, теперь Эхомап UHD 2,
частота 455. Покрышки также с трудом различимы, но в большинстве случаев можно заметить судака. Теперь посмотрим на частоту 810 кГц. EchoMap UHD. Покрышки видны отчетливо. Вот в этом секторе где-то должен быть судак, но лично я его не вижу. EchoMap UHD 2. Частота 810 кГц. Сравним обе эхограммы. Протестируем их на частоте 1070 кГц. EchoMap UHD показывает хорошую картинку, покрышки хорошо различимы. Но как я ни старался, сколько проходов не делал, никаких намеков на судака увидеть не удалось. Далее EchoMap UHD 2, частота 1070 кГц. А теперь сравним картинки эхолотов. На мой взгляд, EchoMap UHD 2 второй версии показывает больше подробностей. Давайте посмотрим еще раз на UHD 2 с частотой 1070 кГц, но увеличим дистанцию до 40 метров. Сравним с картинкой от UHD первого поколения. Ну, на первый взгляд она смотрится четче, а с другой стороны картинка на первом какая-то гладенькая. И подробности о рельефе дна и объектах явно меньше, чем у второй версии. Возвращались в лагерь уже глубокой ночью под полной луной. А теперь попробуем проанализировать увиденное. Но прежде давайте поблагодарим магазин Александра Ховрина за предоставленные приборы для этих тестов. Продолжаем. Но сначала небольшой ликбез о том, как происходит обработка данных эхолотом при боковом сканировании. Формирование картинки на экране эхолота условно можно разделить на 3 этапа. На первом этапе все отраженные сигналы от дна и объектов толщи воды, которые услышал датчик, формируются в массив данных. На втором из полученного массива математически рассчитывается линия пикселей. Тут многое зависит от мощности центрального процессора. Чем мощнее, тем меньше погрешностей и усреднений. Также многое зависит от алгоритмов просчета программного обеспечения. И, конечно, от условного разрешения датчика, то есть какое максимально возможное разрешение можно получить от конкретного датчика. Именно на этом этапе производится запись эхограммы. И не думайте, что запись ведется лишь в те моменты, когда вы отметили «включить». Запись на самом деле ведется постоянно, поэтому вы можете перематывать содержимое экрана. Другое дело, если не включить запись в файл, она не сохранится на постоянный носитель. Именно с этого этапа данные передаются по сети в случае с сетевыми источниками. Кстати, я заметил, что эхограммы записываются с небольшим запасом по качеству. Может от того, что в модельном ряду имеются матрицы с более высоким разрешением, и чтобы не писать отдельную прошивку на каждый размер, математику пишут сразу под наибольший размер матрицы в линейке. А может еще по каким причинам, да кто поймет этих разработчиков. Далее наступает третий этап визуализации картинки. Из полученной строки на предыдущем этапе формируется кадр с учетом предыдущего, уже выведенного на экран. Добавляются дополнительные настройки: яркость, контрастность, цветовая палитра. К изображению также добавляются картинки кнопок, границы окон, накладываются текстовое изображение показаний приборов и прочих элементов интерфейса. А еще деление на квадраты окон, ну в общем вы поняли. И тут тоже достаточно много погрешностей и усреднений, зависящих не только от центрального процессора,
но также и от видеопроцессора, контроллера матрицы и, конечно же, от качества самой матрицы. И теперь на всякий случай вернемся к прошивке. На момент записи тестов на EchoMap UHD 2 была установлена прошивка 3120, но в настоящий момент уже вышло обновление 3340. В связи с чем результаты аналогичных тестов, но с другой прошивкой, могут немного отличаться. Но на момент тестов я считаю, что алгоритмы производительности первого и второго условного этапа обработки сигналов на частотах 455 и 810 у EchoMap UHD 2, хотя и лучше, но не так, чтобы прям вау. А вот на частоте 1070 разница уже более заметна. Возможно, это связано с тем, что процессор UHD 2 имеет более высокую тактовую частоту. А вот визуализация на EchoMap UHD 2 ощутимо лучше. Жалко, камера не может передать этого полноценно. И тут вам придется поверить мне. Я тоже хочу добавить. Считаю, что тема визуального восприятия не раскрыта. И хотя мы ограничены во времени, добавлю. Дело в том, что на протяжении недели я была невольным пользователем эхолота EchoMap UHD 2. Его разместили напротив меня. Дядя Вова постоянно сравнивал картинку с Лоренсом HD Slide, подбирая настройки под различные условия. Я была вынуждена наблюдать и сравнивать UHD с лайвом. И в какой-то момент я поняла, что изображение на UHD 2 мне понятнее, чем на лайве. То, как UHD 2 подсвечивает и затеняет объекты, как формирует и показывает картинку, лично для меня легче и проще воспринимается. Когда мы тестировали первый UHD, сравнивая его с EliteFS, я такого не почувствовала. Тогда для меня явное преимущество было за EliteFS. И вот UHD 2, на мой взгляд, уж точно не уступает FS, а может и превосходит. Возможно, это из-за большего разрешения экрана, чем на предыдущей модели. А может, у меня сформировалась насмотренность, и мое восприятие построилось под UHD 2. Точно не смогу ответить, почему, но лично мне рельеф дна и прочие объекты на UHD 2 куда более понятны, чем на лайве. Ладно, давай, займись съемкой, разошлась тут. Уф. Итак, аппарат, несмотря на то, что является бюджетным, за счет увеличенной производительности и повышенного разрешения экрана, показал себя на голову выше предыдущего релиза. С момента съемок тестов вышло новое обновление 3340. Возможно, что до начала сезона Garmin выкатит еще обновку. И не исключено, что с обновленным программным обеспечением разница между двумя этими аппаратами еще более увеличится. И на данный момент я проверить этого, конечно, не могу. А если я что-то напутал, не стесняйтесь, поправляйте меня в комментариях или пишите свое мнение в нашей телеграм-группе. Всегда готов признавать свои ошибки и обогащать свой и ваш опыт. А теперь подписываемся, ставим лайк, жмакаем колокольчик и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока. Ну вот так нормально, да? Ну и хорошо, все.